Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы продолжаете смотреть, лайкаете, комментируете, поддерживаете. Я вам за это очень признательна, это меня очень мотивирует. В этом видео я хочу показать вам подборку ванильных ароматов. Дело в том, что ваниль это, наверное, моя самая любимая нота в парфюмерии. И я заказала себе несколько парфюмов, где ваниль заявлена как главная актриса этого действия. Я вам покажу подборку по цене, по возрастанию. По стоимости будет до 7-7,5 тысяч рублей, то есть, условно говоря, до $100. Поэтому, если вам интересно, обязательно оставайтесь. Вообще, вы когда смотрите других блогеров, наверняка тоже замечали, что очень много слов о парфюмерии связаны с ванилью. Вот так послушать, то, в общем-то, ваниль везде. То она здесь, то она тут, то она с этим, то она перешла туда, то она зашла туда. То есть такое ощущение, что ваниль это какая-то практически гулящая женщина, да, которая в жизни не определилась. Но при этом все ее хотят, все разговоры о ней. Это практически Афродита, Венера или там какая-нибудь Иштар, покровительница плодородия, материнства, и тут же она покровительница блудниц. Кто давно на меня подписан, знает, что я люблю всяких древних богинь и существ, которые тревожили умы древних людей. И поэтому первым хочу показать парфюм, который очень с такой длинной историей, не сказать, что древний, но давний. Он называется White Tea Vanilla Orchid от бренда Elizabeth Arden. Насколько я знаю, Elizabeth Arden это была одна из первых компаний, которая заявила, что леди должна краситься, потому что до этого в основном косметика и все, что с ней связано, в том числе, наверное, парфюмерия, это был удел дам полусвета, скажем так, да, то есть для девушек и женщин, которые работали в развлекательной индустрии, и вот считалось, что леди не должна как-то всем этим пользоваться, но нет, компания Elizabeth Arden, они одними из первых стали такое заявлять. Если мы говорим про сам аромат, я, конечно, в глубине души надеялась, что он будет, немножко раскрываться ванильной орхидеей от бренда LM Parfum. Вот у них есть Sensual Orchid. Она очень дорогая, это очень дорогой парфюм, он мне очень нравится. Но, конечно же, нет, это абсолютно другой парфюм. Он очень чувственный и свежесладкий, не сахарный и очень естественный. Я бы сказала, что он про естественную, легкую женщину в каком-то таком струящемся платье. У меня вот такой сразу образ рисуется. Он не фруктовый абсолютно для меня. И по поводу его звучания на мне, наверное, я чувствую на себе его так, где-то около часа, а потом нужно принюхиваться. Но я думаю, что все-таки он держится дольше, потому что, например, от одежды он пахнет достаточно долго. Я думаю, что это отличный парфюм на каждый день. Вот если вы любите такие вот ванильно-цветочные ноты, которые не скатываются в откровенно фруктово-цветочный аромат, то он как раз самое то. По поводу белого чая. Я не очень люблю вообще белые чаи, мне скорее больше нравятся черные чаи, там бергамот и так далее. Но я знаю, как они пахнут. Здесь действительно это немножко чайная такая нота, она очень свежая и не пахнет зеленым чаем, который я, к сожалению, я его просто не люблю. Я здесь чувствую по нотам немножко совсем чуть-чуть этой орхидейности, прям совсем чуть-чуть. Ваниль, конечно, чуть-чуть этого чая и ирис. Ирис. Резюмирую, я считаю, что это очень классный аромат, который на каждый день, сейчас я даже прям так специально им побрызгаюсь. То есть он не очень сладкий, здесь не сахарная ваниль. Она такая как основа идет, но очень легкая, очень корректная. Дальше идет эта орхидея чуть-чуть с рисом, с ирисом. И все вместе это получается очень свежий, ванильный, ровный аромат. Следующий аромат, который хочу показать, называется ваниль от бренда Franck Baclé. У меня куплен небольшой такой маленький сэмпл. Я все ходила вокруг стенда и смотрела на парфюм, который у них называется Кашемир. Наконец, когда появился тестер, я им побрызгала. И если вначале он звучал просто потрясающе, то спустя какое-то время он стал пахнуть как-то очень так прогоркло. Мне вообще не понравилось. А на ваниль я все так косилась, думала, мы с тобой еще познакомимся. И поэтому, когда я решила все-таки сделать себе заказ, я заказала. Это ванильно-цитрусовый пряный аромат.
Вот говорят, что он похож чем-то на лиру Ксержов. У меня есть лира. Ну, что-то общее у них, конечно, есть вот за счет вот этой лимонной ванильности. Но я бы сказала, что он больше похож на мои любимые духи Они от Нишане. Просто потому, что здесь есть специи. Если говорить про то, что здесь чувствую я, для меня этот аромат раскрывается следующим образом. Я здесь чувствую ваниль, конечно. Она здесь не сахарная, не сладкая. Она здесь более выражена, чем вот у Элизабет Арден, например. Но здесь это конкретный такой яркий лайм, наверное, да, с грейпфрутом. Ну, наверное, больше все-таки лайм. Кардамон. И я спустя какое-то время начинаю на себе чувствовать такой немножко сладкий, солоноватый такой вот аромат. Это скорее похоже не просто на карамель, а на вот карамель, которую только что сварили. Вот такая густая карамель, но она немножко сливочная. Этот аромат, я бы сказала, что он, наверное, все-таки такой немножко эксцентричный. Я вот вижу в нем такую вот девушку или женщину, которая сидит в, там, не знаю, в каком-то таком лофте или каком-то хипстерском кафе, вот она как-то так немножко необычно одета или наоборот одета очень ровно, но всем своим видом она о себе заявляет. То есть вот эта вот такая эксцентричность, она здесь присутствует. Я бы не сказала, что этот аромат сильно шлейфовый, по крайней мере, вот я всегда, когда какой-то себе новый парфюм куплю, я обязательно всех своих близких людей спрашиваю, ну как, ну что, сколько времени прошло, практически стихами. И вот здесь только очень, если вот близко к коже он сидит, но прям вот как на мне вот прям огромного шлейфа нет, то есть какого-то прям вот такого вау, что ты идешь там за километр от тебя шлейф. Этот аромат мне понравился, он классный, мне кажется, что он будет здорово звучать именно зимой, вот, наверное, летом я бы его не стала носить, но я рада, что я наконец-то с ним познакомилась, в общем, аромат мне в любом случае очень понравился. Следующий аромат, это аромат, который называется Majestic Vanilla от бренда Alexander J. Давно я на Сашеньку-то посматривала, давно. Дело в том, что об этом аромате очень много говорили западные блогеры наши тоже, что это невероятная ваниль, сложная, необычная, не такая, как у всех, ну просто вау. Ну, я себе купила вот такой небольшой отливантик. И когда я только его понюхала, я очень удивилась, потому что, ну, на мой взгляд, это не просто унисекс аромат, именно так его позиционируют, а это очень такой сложный мужской аромат с нотами ванили. Именно так я его ощущаю. Это для тех, кто любит очень тяжелые, такие вот смоленистые, очень такие густые ароматы, но не такие, как у Амуаш, например. Нет, они все-таки более такие женственные, на мой взгляд. Если говорить именно про ноты этого парфюма, то я здесь чувствую ладан, вот такие тяжелые ноты, типа ладана, пачули. Немножко вот бергамота, кстати, то есть тут вот заявлено ваниль, всякие там мандарин, какие-то веселые такие ноты, такие, которые отвечают, в общем-то, за, как мне кажется, ну, ласковость, да, какую-то игривость, сладкость этого аромата. Но нет, для меня здесь их вообще нет. То есть все вот эти нежные ребята, они для меня сюда не зашли, здесь остались только вот эти вот такие сложные. И ваниль здесь, она здесь где-то очень далеко. То есть вот так далеко, что ты там ее так вот нигде не видишь. Она как удаляющийся поезд, когда ты на него смотришь, он вот так вот удаляется, удаляется. Кстати, этот аромат очень понравился моему знакомому, который пользуется табак-ваниль. Я не могу сказать, что это похожая направленность, но в этом есть что-то общее. Возможно, вот эта сладость, которая совмещена вместе вот с пачули, ладаном, вот даже, может быть, тут какой-то мускус мне проскакивает. Если вы любите вот такую вот направленность ароматов, сложный такой вот, как американцы любят говорить, complicated, да, то есть вот такой вот сложный, где ваниль там где-то вдалеке. Вот она здесь вообще не главная актриса, здесь ваниль это такая вот актриса, которая кушать подана. То есть зашла, ушла, и вроде и была, а вроде и нет. Это мои впечатления об этом аромате. Следующий аромат, который я хочу показать, называется Зафир Ут Ваниль от того же бренда Alexander J. Ну, от Сашеньки, от нашего, да. Вот этот как раз аромат мне очень понравился. Очень такая женственная, благородная, сложная, но не слишком мудреная ваниль, которая для меня раскрывается такими древесно-ванильными нотами, и в них есть немножко такой вот конфетность.
Этот аромат без затеста я бы не брала. Но я рада, что есть возможность купить маленький и познакомиться. Вот я думаю, если вы любите ванильные ароматы и ищете не совсем гурманику, да, а что-то такое более сложное, но не мудреное. Вот мне кажется, это очень неплохой вариант. Он очень стойкий, и я его чувствую в течение дня. Так что можно сказать, что Сашенька о себе напоминает целый день, и когда он о себе напоминает, это не вызывает раздражения. Это чем-то похоже на то, когда вам целый день пишет человек, от которого вы рады получать сообщения, а не так, что там «ты где, что делаешь?» и так далее. То есть, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот Сашенька, конечно, молодец. Следующий аромат называется Vanilla Apricot от бренда Contour Sud Pacific. Вот у меня такой вот небольшой флакончик. Ну что, это называется аромат баловство. По-другому я вообще никак не могу его назвать, потому что я долго ходила вокруг этого аромата. Я видела, что около этого стенда стояли совсем девочки, школьницы, студентки. И я подумала, ну, кого я обманываю? Ну, нравится мне вот этот аромат. Здесь я чувствую ваниль и свежий абрикос. Даже вот немножко, наверное, такое вот абрикосовое варенье или абрикосовая начинка в пирожном. Это чистая гурманика, вот такой аромат, чтобы просто себя побаловать. Я поэтому и взяла себе такую вот, ну, минимальную из возможных. Это было 30 мл. Сладкий, конфетный такой, очень ванильный девчачий аромат. Наверное, на работу или куда-то в такое вот, ну, в какое-то взрослое событие или историю я бы его, конечно, на себя не нанесла. Но, находясь дома, давайте вот так вот. Кстати, посмотрите, как он отлично распыляет. Надеюсь, камера зафиксирует это. Посмотрите, просто вообще роскошно. Ох, ванильный абрикос. Настолько он сладкий, настолько он классный, настолько он такой вот какой-то нежный, веселый, хорошего настроения сразу как-то прибавляется. В общем, это аромат такое баловство. Это, конечно, не натуральная ваниль, это скорее ванилин, но вот так пахнет от кондитера, который только вот закончил смену, вышел, вот эти все потрясающие ароматы крема, теста, свежих каких-то начинок, еще что-то. В общем, если вы хотите притвориться, что вы работаете кондитером, то вот, это он. Значит, по поводу стойкости этого аромата я не могу сказать, ну, полдня примерно, где-то, наверное, там, не знаю, часа 4-4,5, он прекрасно пахнет от запястья. Но вот если вы любите такие сладко-ванильно-фруктовые ароматы, я считаю, что это вообще просто супер. Следующий парфюм, о котором хочу рассказать, называется Le de Vanille от бренда Chabot de Parfum. Это парфюм, который в названии содержит подсказку, называется ванильное молоко, если я правильно все поняла. Мне этот парфюм показался немного странным за свои деньги. То есть там в районе, по-моему, 14 тысяч рублей он стоит за 100 миллилитров. Но на мой взгляд, он на эти денежки немножечко не пахнет. Дело в том, что он мне пахнет таким вот кремом для тела, который делают, например, бренд Rituals. Вот Rituals делают прекрасную косметику для тела. Мне безумно нравятся их отдушки. Не все, но многие. У них великолепно совершенно сделаны средства для тела. И особенно классные у них есть вот средства же, по-моему, с сакурой. И там, если наносить в холодную погоду крем на тело, то он моментально высыхает. То есть, если нужно, вы зимой куда-то собираетесь, вот, ну, женщины поймут, да, что нет времени сидеть и 15 минут ждать, пока крем на вас высохнет. Вот у них великолепные отдушки, но они не стоят, они тоже достаточно дорогостоящие, но они не стоят, там, знаете, каких-то там совершенно невероятных денег. Он пахнет для меня кремом для тела. Но сколько вариантов есть кремов для тела, ароматов вот таких подобных. Я на себе его перестаю чувствовать буквально уже через 20 минут. Стойкости какой-то я тоже в нем особо не обнаружила. Какой-то композиции, которая бы менялась, там изменялась, как вот с Александра Джеем, да. Здесь, по идее, это такая ниша, и должно это все звучать сложно, классно, дорого, богато. Ну вот, не знаю, на мне не звучит. Вот что ты будешь делать? Ну, не звучит, не играет. Здесь я чувствую ваниль, она здесь для меня с миндальным молоком. Но вот у меня совсем небольшой пробник, я очень рада, что я не купила полноразмер. Вот, ну, познакомилась, спасибо большое. Ну и хорошо, что считай, как сэкономила и не купила то, что не понравилось бы. Я не могу сказать, что это какой-то плохой аромат или что он там какой-то недостойный. Нет. Просто конкретно мне кажется, что за такую стоимость композиция должна
звучать как-то ярче, интереснее и насыщеннее. Вот это кратко мое мнение об этом аромате. То есть, видимо, здесь такая история, что есть высокие ожидания, да, когда мы видим, что что-то очень дорогое, мы ждем, что ну вот сейчас прям будет вау. А вот здесь вау для меня, к сожалению, нет. На этом у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Было бы здорово, если бы вы в комментариях поделились своими впечатлениями о ванильных ароматах. Может быть, есть какие-то ваши любимые, или у вас были какие-то ванильные разочарования. Ну, потому что понятно, что есть бренды типа Kilian, бутиковые коллекции Dior, Guerlain, или, например, есть бренд Amouage, у которого есть прекрасные ванильные ароматы, но все они стоят очень дорого. Поэтому, если есть какие-то ванильные откровения и открытия в ценовой линейки до $100-150, было бы здорово о них узнать. Поэтому, пожалуйста, смело пишите, буду вам очень рада. Большое вам спасибо за просмотр.